Президенту готовят преемника. Кто из близкого окружения подсиживает шефа и что будет тому, кто вывалил это все в медиа? Объявлена срочная мобилизация. Зачем понадобились новые подразделения и куда они отправятся воевать? Прогнозы НАТО сбываются. Россия атаковала страны Альянса. Наступление или репетиция? Кто пострадал от подлой атаки и можно ли считать это началом большой движухи? Друг Кремля готов ввести против Москвы санкции, что пообещали взамен, и кто забирает у Путина друзей. Новая эра влечений. Теперь генетика становится на защиту человечества. Кто совершил исторический прорыв? Эти и другие главные новости вечера воскресенья 27 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Госсекретарь США Марко Рубио назвал возможного преемника Дональда Трампа. По его словам, отлично справится с должностью президента именно этот человек из его близкого окружения. Я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит пойти на это будет круто. На посту вице-президента он, по-моему, отлично справляется. Мы с ним близкие друзья, и я надеюсь, что он действительно собирается это сделать. То есть, если вдруг с Трампом что-то случится, то его полномочия перенимает вице-президент. Поэтому, если вдруг что, мы вас предупреждали. Как думаете, может быть, это означает, что готовится заговор? Пишите в комментарии свои мысли обязательно. Тестовая атака на страны НАТО. Глушилка заработала на полную. Россияне тренируются глушить связь в приграничных регионах, но не на своей территории. Системы навигации сбоят над Польшей, Эстонией, Литвой и Финляндией. Причина – массированное глушение сигналов GPS со стороны России. По данным Defense News, источником помех являются наземные комплексы радиоэлектронной борьбы в Калининграде. Министр транспорта Литвы сообщил, что только в июне было зафиксировано более 1000 инцидентов, в 2 раза больше, чем в мае. Для более опытных пилотов это не представляет проблемы, поэтому, даже несмотря на то, что помехи время от времени усиливаются, они не реагируют никак, кроме усиления раздражения и ничего более. Россия сбивает сигнал навигации прямо у границ НАТО. Это уже агрессия или еще нет? Как думаете? Крупнейшая атака дронами на Ленинградскую область с начала российского широкомасштабного вторжения. В день военно-морского флота, когда в Петербурге должен был пройти парад, регион накрыла волна украинских беспилотников. Свыше 10 дронов атаковали Ленобласть, и это самая масштабная атака на регион с начала так называемого СВО. Об этом говорит губернатор Александр Дрозденко. Удары пришлись на Ломоносовский район, Гатчину и Приморск. В одном случае из-за падения дронов вспыхнул пожар. Есть даже пострадавшая. Также обломки были зафиксированы под Кингисеппом. Из-за угрозы аэропорт Пулково приостановил работу. Задержано более 100 рейсов. Минобороны сообщила, что всего за ночь сбито 99 дронов над разными регионами, включая оккупированный Крым. Для сравнения, ранее максимумом по Ленобласти считалась атака 4 января. Тогда сбили всего 4 дрона. Сейчас счет идет на десятки. По случаю в город прибыл кто-то, похожий на Путина. Все, теперь могу умереть спокойно. Ну ладно, не надо жить и бороться. Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Символично, в день, когда флот должен был праздновать, в небе господствуют не парадные самолеты, а беспилотники. Запреты, эвакуации, тревоги. Вот так выглядит безопасный российский тыл в 2025 году. Уже этой осенью Россия существенно увеличит интенсивность ударов по Украине. Причина – резкий рост производства ракет и дронов. Американский институт изучения войны отмечает, масштаб последних атак уже вырос. В небе над Украиной все чаще фиксируется высокая плотность залпов, и это только начало. По прогнозу аналитиков института, при текущем темпе до ноября Россия сможет запускать до 2000 дронов за одну ночь. Это кардинально изменит характер войны и создаст колоссальную нагрузку на ПВО. Спастись от будущих налетов, по мнению аналитиков, Украине поможет только усиление западной поддержки, особенно поставки американских комплексов «Патриот», способных сбивать баллистические ракеты.
Стамбул зовет на мировую. Трамп, Путин и Зеленский готовы сесть за один стол. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Стамбул может стать ареной исторической встречи. Президенты США, Украины и Путин готовы обсудить мир лицом к лицу. По его словам, Эрдоган твердо верит в необходимость прямых переговоров на высшем уровне и уже готовит почву для саммита. В настоящее время среди лидеров нет разногласий по поводу того, приезжать или нет. Все хотят приехать, но существуют разные мнения о том, на каких условиях, когда и на каком этапе мы находимся в процессе согласования этого вопроса. Если это произойдет в ближайшем будущем, я полагаю, все 3 лидера встретятся в Стамбуле, где их примет наш президент. Цена дружбы с Москвой может оказаться завышенной. Кто еще готов предать невероятно прочные, по мнению Кремля, дружеские отношения? Белград может ввести санкции против России, но только если получит твердые гарантии вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр по делам евроинтеграции Сербии Томислав Старович. Сейчас, по словам министра, Сербия не поддерживает антироссийские санкции, потому что они, цитирую, не навредят Москве, но ударят по сербской экономике. Конец цитаты. Но если ЕС предложит реальное членство с четкими условиями, включая гарантию безопасности и финансовую поддержку, Белград готов изменить курс еще до самого вступления в ЕС. Фактически Сербия торгуется. Отношения с Россией – это валюта, которую можно обменять на европейское будущее. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Пхеньян начинает мобилизацию. Южнокорейская разведка считает, что помощь КНДР может очень пригодиться России. В мае в Северную Корею приезжал представитель Совбеза РФ, предположительно для координации усилий. Пхеньян может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе этого года. Об этом сообщают южнокорейские парламентарии со ссылкой на разведданные. И публикует это Reuters. По их информации, Москва готовится к новому масштабному наступлению на фронте, а участие северокорейских военных якобы станет частью этого плана. Время дополнительного развертывания войск предположительно август. Взамен на помощь с живой силой и боеприпасами Пхеньян получает от Москвы доступ к российским военным технологиям. Речь идет о запуске спутников и системах ракетного наведения, таких, к которым КНДР ранее доступа не имела. Сближение двух изгоев, Путина и Ким Чен Ына, закреплено пактом о взаимной обороне, который подписали летом 2024 года на космодроме Восточный. С тех пор поток оружия в обмен на технологии между странами только усиливается. Что думаете по этому поводу? Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Снова на белом коне Дональд Трамп развязывает еще один конфликт. Во всяком случае, пытается. Он объявил, что противоборствующие стороны на границе Таиланда и Камбоджи согласились немедленно сесть за стол переговоров. После личных звонков Трампа премьеру Камбоджи и исполняющему обязанности премьера Таиланда. Оба лидера подтвердили готовность к диалогу. Что касается боевых действий между Камбоджей и Таиландом, после вторжения тайской армии президент США Дональд Трамп потребовал немедленного прекращения огня и установления мира между двумя странами. В ответ на это премьер-министр ясно дал понять Трампу, что Камбоджа согласна с его предложением о немедленном прекращении огня и безоговорочном прекращении огня между двумя странами. При этом Трамп ясно дал понять, если стороны продолжат воевать, никакой торговли с США не будет. Они согласились немедленно встретиться и быстро договориться о прекращении огня и в конечном счете о мире. Для меня было честью иметь дело с обеими странами. У них долгая и богатая история и культура. Надеюсь, они будут ладить еще долгие годы. На фоне дипломатической активности бои на границе продолжаются. После ожесточенных перестрелок и авиаударов на севере теперь вспыхнул новый фронт. На юге в прибрежной провинции Трат Камбоджа, по данным Бангкок-Пост, предприняла попытку прорыва, которую остановили силы Таиланда при поддержке ВМФ. Конфликт разрастается вблизи туристических районов, и война все ближе подбирается к курортам.
Генетическая революция. Ученые в Японии совершили исторический прорыв. Это не фантастика. Японские ученые из университета Мие под руководством доктора Ритаро Хашизуме впервые в истории сумели удалить лишнюю 21-ю хромосому у человека с синдромом Дауна. Прорыв осуществлен с помощью технологии редактирования генома, сообщает издание Vietnam VN. Метод пока далек от клинического применения. Риск повреждения других хромосом остается слишком высоким. Но даже частичный успех, нормализация функций клеток с эффективностью до 37,5% уже стал научной сенсацией. Это первый шаг к потенциальной генной терапии синдрома Дауна. До этого ключевыми направлениями помощи пациентам были только когнитивная стимуляция и поддерживающее лечение. Так, американские исследователи тестируют неинвазивную стимуляцию мозга звуком и светом и уже добились улучшения памяти у подопытных мышей. Но японский эксперимент открывает совершенно иную дверь туда, где возможно не компенсация, а именно устранение самой причины генетического сбоя. Природный катаклизм в Беларуси, крупный оползень, 7 хозяйственных построек обрушились и ушли в Западную Двину, сообщили в МЧС. Причина — подмытия грунта, разрушившая также технический проезд. Масштаб повреждений внушительный, площадь схода 100 на 100 метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Зону обрушения отгородили, на месте работают люди и техника, включая спецкомиссию по ЧС при горосполкоме. Это важно. Ведутся работы по укреплению склонов и стабилизации почвы. Будем следить за ситуацией вместе с вами. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.